у каждого из вас это было или есть неделя, месяц, год, полгода. И возьмите самый успешный отрезок из этого. Когда ваш депозит рос, что вот здесь происходило? Что вы делали? Можно ли в рамках этой концепции быть истинным, постоянным? Абсолютно. Я могу это отследить, да? Я точно знаю, что я здесь сделал на протяжении вот этого месяца, что принесло 21-22%. Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович. В этом видео поговорим о статистике торговли и о том, как небольшое внимание с вашей стороны может радикально изменить ваш трейдинг в прибыльную сторону. Сейчас я открыл свой экспериментальный счет. Экспериментальный имеется в виду счет, где я пробую различные варианты использования своей системы Cluster Trader. Сейчас на экране статистика за последний месяц с 28 июня 2018 года по 25 июля, хотя июль месяц еще не закончился. И здесь очень интересные цифры. Давайте я спущусь ниже и немножко с вами разберем эти цифры. Первое, на что большая часть трейдеров обращает внимание, это на количество прибыльных и убыточных сделок. Считая, что показателем качественного трейдинга либо хорошей системы является высокий процент прибыльных сделок. Но, как сказал один трейдер, я не помню, принадлежит ли эта фраза трейдеру, которого зовут Эд Секой, это очень известный трейдер, да, один из лучших трейдеров. Он говорит о том, что если ты хочешь зарабатывать деньги на рынке, ты должен уметь их зарабатывать даже при том, когда у тебя 30, 20, 40% прибыльных сделок. И если ты это можешь делать, то любая система тебе подвластна, то есть ты можешь из любой системы сделать прибыльную систему. Так вот, что самое интересное, если мы посмотрим на количество прибыльных и убыточных сделок, точнее на процент, вот здесь 39% прибыльных сделок. И казалось бы, что можно заработать, имея такой низкий показатель? Вообще, если брать мой средний показатель прибыльных сделок за 5-6 лет, это примерно 58%. Мы видим количество, точнее процент убыточных сделок 61%. Но куда важнее, и трейдерам в закрытом чате я об этом постоянно говорю, имеет значение максимальный перформанс на сделку. То есть, когда ты вошел в позицию, как ты можешь максимально капитализироваться, как ты можешь нарастить позицию, а не быстро закрывать, быстро рубить сделку. По итогам месяца мы имеем 21%, сейчас я возьму другой, 21% профита, $2172 от счета в $10 тысяч. Хотя месяц еще не закончился и могут быть здесь потенциальные позиции. Я вначале сказал, что это экспериментальный счет. В чем эксперимент? Эксперимент состоит в том, что я торгую преимущественно по тренду только одну комбинацию сигналов. Это импульсное движение, коррекция, стрелочный сигнал, TC Sell, TC Buy. Если вы не знакомы и думаете, что это такое, то посмотрите видео «Биржевая торговля 1 день с трейдером». Там подробно я разбираю и стрелочный сигнал, и другие комбинации, по которым мы с трейдерами торгуем в рамках системы Cluster Trader. И что в итоге получилось? $178 средний лосс и $590. Представляете, почти в 3 раза. Даже не почти, а 1 к 3. Причем, что самое интересное, первую половину, вот мы, если отмерим, это 10 тысяч баксов, да, вот как раз. Первую половину месяца и вот, первую половину вот этого эксперимента, посмотрите, ничего не происходит. Ты находишься даже в просадке, а просадка максимально 10%. Да, здесь мы просели, коррекция, да, ретест структуры, немножко ушли ниже, пробили предыдущий лоу и затем пробили предыдущий хай здесь, да, и пошло-поехало. Я к чему это? К тому, что одна из самых больших проблем трейдеров — это отсутствие постоянства. То есть что-то одно. Вот здесь я делал только одно. Я открывал график, торговал преимущественно, я не говорю, что здесь все 100% сделок по тренду, процентов 90 точно, да, сделок по тренду, и импульс коррекция. Buy, sell.
со стрелочным сигналом. Все, больше ничего. Стоп за структурой, take profit, и мы ставим обычно расширенный по Fibonacci. Как правило, если здесь sell, то take profit идут ниже. Вот вчера, если вы являетесь участником сообщества, у меня в частности была сделка по золоту, да, ближе к вечеру, шикарная возможность, рынок прям тик в тик дошел до таргетов. У каждого из вас это было или есть неделя, месяц, год, полгода, и возьмите самый успешный отрезок из этого. 10, 15, 5 сделок, неважно, не имеет значения. Что в этот момент делали такого, что приносило вам деньги? То есть какую-то вот в течение 3-4 дней вы были профитны или были стабильны? Что происходило? Какие это были сигналы? Какие сигналы вы принимали? Какой у вас был менеджмент? Money management, риск менеджмент? Что вы делали такого, что вдруг ни с того ни с сего вы шли вниз или болтались в нуле, и тут вспышка. Вот эта вспышка, это есть то, что ваше. И используя кучу различных методик, вот, например, сейчас мы торгуем с трейдерами преимущественно две комбинации. Это ротацию бара и стрелочный сигнал TC-Sell, плюс еще паттерны слабой вершины, разворотной вершины, конечно. Да? Потому что мы видим, как эти сигналы каждый день отрабатываются в режиме реального времени. Вот что для вас вот эти сигналы, паттерны, ваше поведение, которое реально отражалось на счете. То есть вот вы можете открыть свой счет, любой вообще, на любую сумму, и просто посмотреть, когда ваш депозит рос, что вот здесь происходило, что вы делали. И вот это как раз будет то, из всего многообразия изученного материала, проб, ошибок, это будет как раз вот это вот самое. А зачастую трейдер наоборот от этого уходит. Вместо того, чтобы обращать на это внимание, он обращает внимание, а почему здесь? Ой, а почему здесь просадка? Ой, что-то система не так. Ой, а что здесь произошло? Вместо того, чтобы концентрироваться не на убытках, а на том, что тебе приносило деньги, возможно, вы увидите здесь какое-то время, определенный промежуток времени, когда вы зарабатывали, либо определенную рыночную кондицию, определенный паттерн. Это может быть все, что угодно, какая-то зацепка, которая реально позволит вам переключить свое внимание и каждый раз только на этом концентрироваться до тех пор, пока это работает для вас. Да? Я гарантирую, что если вы это сделаете, у каждого из вас это было. Только не говорите, что нет, у меня такого нет. Да хоть это пусть будет, я не знаю, центовый счет, $100 тысяч, $5 тысяч, неважно. Я уверен, что у каждого из вас это есть. Если вы откроете свою статистику, вам нужно хотя бы за неделю, ладно, если вы совсем новенький. По-любому выстрел какой-то есть. Вот если мы возьмем мою серию в этом месяце, самая такая, за последнее время прибыльная серия была 12 или 13 подряд безубыточных дней. Да? И что общего было? Что я делал? Я торговал импульс, коррекцию и паттерн. Да? Если совсем до минимума. Иногда мы смотрим на график трейдеров, куча информации, мувинги, линии, Боллинджер, объемы, чего только нет. А что делать не ясно, потому что все кишит. Да? При этом график чист, только одно условие: импульс, коррекция. Да, особенно если это первый импульс, потому что если импульс первый, то у меня большой шанс, что я возьму гораздо больше движений, нежели я пытаюсь входить уже, когда несколько импульсов было. Вот и все. То есть, посмотрите, какая простая концепция. Можно ли в рамках этой концепции быть системным, постоянным? Абсолютно. Я могу это отследить, да? Я точно знаю, что я здесь сделал на протяжении вот этого месяца, что принесло 21-22% профита. Понятно, что еще месяц не закончился, но осталось там не так много. Вот здесь, посмотрите, 18 трейдов, это примерно один трейд в день, да? Я выбирал самый лучший трейд с точки зрения потенциала. Это, как правило, первая импульсная волна, первая коррекция и пробой, как правило, нескольких уровней со старших таймфреймов. Да? И вход после стрелочного сигнала — это самая вероятная сделка. Я как раз таки выбирал между фьючерсами золото, нефть, по золоту больше всего было сделок, индекс, как я говорил, S&P и NASDAQ. Вот таким образом. Если для вас видео было полезным, ставьте лайк, оставляйте комментарий, под этим видео ссылка, подключайтесь к нашему профессиональному сообществу, используйте простые визуально продиктованные сигналы, чтобы формировать вот это и есть belief building, процесс построения веры. Когда ты в течение какого-то времени поддерживаешь стабильность, это накладывается, и ты гораздо проще относишься к ситуациям, когда что-то не получается. То есть вот эта вера продолжает тебя двигать, на вот этот прецедент успеха, и ты продолжаешь это репетировать, повторять, потому что, посмотрите, вот здесь ничего не происходит. Казалось бы, нафиг надо, вообще надо что-то другое использовать, да, давайте другую систему использовать. И таких ситуаций очень много, когда ты взлетел, потом у тебя коррекция, потом взлетел, опять коррекция. И когда вы уверены в своей системе, в своей методологии, вы это пропустили, прочувствовали, вот тогда радикальные изменения начинаются здесь.
Больших вам профитов и до встречи. Пока.